Всем привет! Вы на канале "Ну что, свяжем?" И я Оля. Сегодня хочу вам показать интересный узор. Сразу предупреждаю, это не вафелька, если, возможно, вы на картинке посмотрели. Это совсем другой узор, очень классный, не менее, так скажем, хороший, универсальный, двусторонний. И свяжу я его из ниточек Yarn Art Baby. Мы уже знаем эти ниточки, да? Кто вяжет, кто не вяжет, это стопроцентный акрил. Получается в данном моточке 50 грамм, 150 метров. Но есть моточки, которые продаются по 100 грамм, в них 300 метров, это то же самое. Цветовая палитра очень богатая. И рекомендует здесь нам производитель крючок 3,5, видите, да, 3,5 миллиметра. Вот наша рабочая лошадка 3,5 миллиметра. Ну что, приступаем. Кто уже смотрел мои видео, да, обязательно поставьте лайки, прокомментируйте. Мне очень интересна ваша обратная связь. И кто не смотрел, новички, да, то вы обязательно посмотрите. Дело в том, что я делаю образцы небольшие, всего лишь на 30 петелечек. Этого вполне достаточно, чтобы рассчитать в дальнейшем, сколько потребуется пряжи на то или иное изделие. Итак, показываю для тех, кто уже умеет набирать петельки, да. Новички ставьте на паузу, если что, повторяйте. Итак, набираем 30 петелек. Проворачиваем. И в образовавшуюся петелечку вводим ниточку. Это первая воздушная петелька. Вот так вот придерживаем, захватываем ниточку, вводим в петельку 2, 3, 4, 5 и так далее до 30. Угу. Кто быстро вяжет, нас не ждите, вяжите. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Есть. Вот такой вот небольшой будет образец, но будет понятный. Идем дальше. Набираем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Это будет первый столбик наш первого ряда. Чтобы не ошибиться, вы просто можете отсчитывать 5 петелек от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И в пятую делать столбик с накидом. Накид. В пятую петельку проводим, вводим крючок, вытягиваем ниточку и 2 петельки вместе провязываем. 1, 2. Это и есть столбик с накидом. Еще раз следующую петельку. Следующая петля. В нее опять вводим крючок, вытягиваем ниточку. 1, 2. Накид. Следующая петелька. 1, 2. Понятно, да? И таким образом мы вяжем до конца ряда. То есть первый ряд, он всегда немножечко набирается чуть помедленнее, но ничего страшного. Итак, продолжаем. 1. Так. 1. Получается, да? 1. Таким вот образом проверяйте себя, что у вас, раз вы набрали 30 петелек, и весь ряд должен быть из столбиков с накидом, значит, должно быть 30 столбиков с накидом. Если где-то вдруг просчитались и провязали лишнее, либо наоборот, что-то пропустили и не хватает, ничего страшного, просто берете, распускаете ниточку. Когда вяжете крючком, это сделать намного проще, чем спицами. Распускаете ниточку и просто перевязываете заново. Не ошибаюсь, тут кто не работает, да? Ну все, ничего страшного. В комментариях, если что, оставляйте свои пожелания. Возможно, либо вяжу быстро, либо говорю быстро, ставьте на паузу. А также есть в YouTube функция, вот в вашем здесь вот в правом углу, да, экран YouTube. Тут есть настройки. Нажимаете настройки, там есть скорость воспроизведения. Так вот, эту скорость можно увеличить, и эту скорость можно уменьшить. Если что, вы можете уменьшить, буду, так скажем, потихонечку так это говорить медленно и понятно. Вот прикол, да?
Вот, но зато вы поймете сам принцип, вы поймете, что ничего сложного в этом нет. Итак, мы провязываем до конца весь ряд, то есть без каких-либо воздушных, там других столбиков и так далее. То есть у нас весь ряд столбики с накидом. Так, сами себя проверяем, чтобы было ровно 30 петелек. Если вы в первом ряду обсчитаетесь, то в дальнейшем, конечно, будет потом обидно. Распускать, когда у вас будет 2, 3, 4 ряда, да? Будет уже, конечно, не так радостно. Так, смотрите, заканчиваем. И перепроверяем. Обязательно. Так, вот у меня еще петелечка осталась. Сейчас проверим, правильно ли я все сделала. Итак, первая у нас были петелечки. Мы считаем за первый столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Смотрите. 29. Сейчас, секундочку. И 30. Все. 30 петелек. У нас узор несложный. То есть кратное 2. Делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь, смотрите, мы будем чередовать столбики. Значит, здесь у нас обычный получается столбик. Значит, следующий у нас будет лицевой рельефный. Сзади наперед ввели крючок, потянули ниточку и провязали как обычный столбик. 2, 2. Следующий столбик у нас будет обычный. Видите, да? Мы его просто в верхушку вводим крючок, захватываем ниточку и провязываем как обычный столбик. Следующий будет рельефно-лицевой. Сзади наперед взяли, ниточку вытянули. Раз, два. Ничего сложного. И вот таким вот образом. Один такой столбик, один такой столбик, один такой столбик, один такой столбик. Понятно, да? Вот таким вот образом вяжите до конца ряда. Справитесь сами? Давайте встретимся в конце ряда. Я вам покажу, что будем делать дальше. Таким вот образом, видите, получается. Немножечко начинает вот так вот такими вот волнами, да? Итак, вяжем до конца ряда и встречаемся. Итак, заканчиваем второй ряд обычным столбиком с накидом. Вот верхушку и провязали. Есть. Вот такая красота получается. Теперь 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите. Накид. В любом случае это будет накид. Видите, у нас получается здесь столбик был рельефный. Так? Сюда, когда мы переворачиваем, он выглядит как обычный. И мы его провязываем как обычный столбик с накидом. А этот, смотрите, да, у нас, видите, выступает как рельефный. Мы его будем провязывать как рельефный. Так. Я объясняю, чтобы вы не запутались. Видите, этот, получается, утопает. Вот так вот, да? Этот выступает, а этот, наоборот, утопает. Вот в него обычный столбик с накидом. А который выступает, в него рельефный столбик с накидом. Обычный столбик с накидом. Рельефный столбик с накидом. И так далее вяжете до конца ряда. Понятно? Чередуйте обычный столбик с накидом с рельефным столбиком с накидом. То есть ничего сложного, видите? Вот у вас получается уже четкое разделение. Такое вот. Видно, где рельефный, где обычный. Видите? И таким образом вяжем до конца ряда. Давайте. Итак, смотрите, довязали мы третий ряд.
Так, красиво получается. И последний столбик, вот этот вот, да, мы будем провязывать обычным столбиком, чтобы у нас был ровный краешек. Мы его провязываем обычным столбиком с накидом. Есть 3 петли подъема, и уже получается 4-й ряд, поворот. Смотрите, да? Внимательно смотрите. Сейчас я уберу крючочек. Рельефный лицевой, обычный. Рельефный лицевой, обычный. Рельефный лицевой, обычный. Видно же, да? То есть вот таким вот образом вы провязываете и остальные все ряды. И постепенно у вас будет узор расти. То есть вот я сейчас провязываю здесь рельефный лицевой столбик. Так. Потом здесь обычный столбик с накидом. Рельефный лицевой столбик с накидом. И обычный столбик с накидом. Если вы вязали вафельку, вы знаете, да, что там наоборот чередуются 2, 1, 2, 1 столбики. Вот. А тут получается вот таким вот образом. Красота. Давайте провяжем до конца ряда и провяжем несколько рядов, получается, вверх. И посмотрим, какой получится у вас образец. Договорились? Я пока покажу вам, как рельефные столбики могут красиво делать узоры. Смотрите. У меня такое видео уже есть. Если вы видели. Это 3D, так скажем, ракушечки. Да, веерочки, ракушечки классные тоже. Видите, за счет рельефных столбиков. Вот такой вот интересный. Я называю кукурузский, да, как бы вот. Видите, он какой прикольный. За счет вот именно рельефных столбиков такая вот у него текстура получается. Вот такой он, может быть, со стороны похож на кукурузский, но видите, у него получаются вот такие вот дырочки. И за счет этого он тоже, видите, рельефные с обычными столбиками. Хотите увидеть эти узорчики, гуляйте по каналу по моему. Там очень много узорчиков. Вот такой прикольный тоже. Видите, кирпичики я его назвала. Тоже такой забавный, интересный, универсальный. Вот. Так что жду вас с вашими лайками, комментариями на остальных видео. А сейчас мы с вами довязываем образец этого узора. Смотрите, какой узор получается. Такой прикольный. Такая решеточка, сеточка. Добавила второй цвет, белый. Показать, что классно смотрится. Тот же самый Yarn Art Baby. Желтый. Можно сочетать. Зеленый. Там голубой и так далее. Будет классно смотреться. То есть видите, какой аккуратненький переход. Вот так вот выглядит с изнанки. Можно эту лицевую, эту изнанку. Видите, он двусторонний. Такая вот сеточка получается. Ну, скажите, классно. Обычно, но необычно, да? Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет очень много интересных, классных узоров. Простых, но шикарных. Всем спасибо, пока.